Все, что происходит в нашей жизни, мы привыкли оценивать, радоваться удачам и горевать о потерях. Но всегда ли то, что кажется несчастьем, действительно таковым является? А то, что кажется благом, принесет счастье в долгосрочной перспективе. Эта притча расскажет о мудром старике, который знал цену поспешным суждениям. Его история поможет взглянуть на жизнь иначе, научит принимать ее без лишних оценок и доверять ее естественному ходу. Притча «Мудрый старик». В деревне жил старик, очень бедный, но даже короли завидовали ему, так как у него был прекрасный белый конь. Короли предлагали ему невиданную цену за коня, но старик всегда говорил: «Этот конь не конь для меня, он личность». А как я могу продать личность, продать друга? Старик был беден, но не продавал коня. Однажды он обнаружил, что коня нет в стойле. Собралась вся деревня, и люди сказали: «Ты старый дурак. Мы знали, что однажды коня не окажется на месте. Было бы лучше продать его. Вот несчастье. Не заходите слишком далеко, говоря так. Просто скажите, что коня нет на месте», — отвечал им старик. Таков факт, остальное — суждение. Что бы ни было, несчастье или благословение, я не знаю, потому что это только фрагмент. Кто знает, что последует? Люди смеялись над стариком. Они всегда знали, что он немного чокнутый. Но через 15 дней, однажды ночью, конь вернулся. Он не был украден, он просто убежал на волю. И это было еще не все, он привел с собой дюжину лошадей. Опять люди собрались и сказали: «Старик прав, это не несчастье. Теперь ясно, что это было благословение». Опять вы заходите далеко, просто скажите, что конь вернулся. «Кто знает, благословение это или нет», — спокойно отвечал старик. Это только фрагмент. Вы прочли одно слово в выражении. Как вы можете судить целую книгу? На этот раз люди много не говорили, но внутри себя решили, что он не прав. 12 прекрасных лошадей. У старика был единственный сын, который стал объезжать этих лошадей. Всего через неделю он упал с лошади и сломал обе ноги. Люди собрались вновь и опять судили. Ты опять доказал свою правоту. Это несчастье. Твой единственный сын потерял ноги, а в твоем преклонном возрасте он — твоя единственная опора. Теперь ты еще беднее, чем был. Вы одержимы суждением, не заходите так далеко. Скажите только, что сын сломал ноги. Никто не знает, несчастье это или благословение. Жизнь приходит кусочками, а большего нам не дано. Так случилось, что через несколько недель страна вступила в войну, и все юноши пошли в армию. Остался только сын старика, потому что он был калекой. Вся деревня кричала и плакала, потому что это было решающее сражение, и они знали, что большинство молодых людей не вернется. Они пришли к старику и сказали: «Ты был прав, старик. Теперь это очевидно. Это было благословение. Что ж, твой сын калека, но зато он с тобой. Наши сыновья ушли навсегда». Старик вновь сказал: «Вы продолжаете судить. Никто этого не знает. Только скажите, что ваши сыновья годны для армии, а мой сын — нет. Только Бог знает, несчастье это или благословение». Мораль притчи. Жизнь непредсказуема, и любое событие — лишь часть большой картины, которую мы не всегда можем разглядеть сразу. То, что сегодня кажется несчастьем, завтра может обернуться благом и наоборот. Поэтому не стоит спешить с выводами и оценками. Истинная мудрость в умении принимать происходящее с доверием и терпением, ведь только Бог знает, к чему ведет тот или иной поворот судьбы.